Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну и как я обещал, обзор на Педри. Огромное количество людей его просили. Что ж, просили, получайте. Не забывайте писать комментарии, не забывайте ставить лайки, а то просите, а потом актива не особо. Как обычно, сначала пробегаемся по статам. 174 сантиметра роста, 60 килограмм веса. Блин, у меня моя бывшая весила 53. Почти Педри. Вот, но там, конечно, не 174 сантиметра было. 18 лет возраст у него на карточке, соточка максимального рейтинга на максимальной прокачке. Ну и по статам смотришь, вроде парень очень даже хорош, на первый взгляд. Вот, на второй тоже, в принципе, очень даже хорош. Контроль мяча идеальный, скорость дриблинга идеальная, удержание идеальное, охрененный пас низом и пас навесом. Умение атаковать, в принципе, неплохое для атакующего полузащитника. Но потом глаз останавливается на реализации. Реализация 82. И ты такой сидишь, а чё так мало, грубо говоря. Штрафные не бьет, штрафные у нас удары поворотом, да, многие этого почему-то не знают. Неплохая подкрутка. В защиту этот парень, само собой, не умеет, прыгать не умеет, головой играть не умеет, при этом обладает идеальным балансом и выносливостью. Кстати, есть к этому вопросы. Хорошая скорость для атакующего полузащитника, идеальное ускорение и печальная сила удара. 85 по карточке, в игре еще похуже. При этом слабая нога у нас 4-4, замечательно. Физическая форма 5, вот это вот плохо, то есть не в матчдеях стрелку, плохие стрелки он будет ловить достаточно регулярно. По навыкам есть удобная обводка двойным касанием и марсельская рулетка, есть сомбреро, крайне ситуативный навык, есть проброс между ног с разворота, опять то же самое, ведение подошвой, ну, не знаю, насколько полезный, дальние удары, допустим, пас касания хорошо, пас разрез хорошо, есть точность подач и подкрутка шведкой. Наборчик, я вам скажу, на любителя, мягко говоря, поэтому давайте переходить на поле, буду рассказывать, чего я почувствовал, наигрывая за Педри. Итак, ну а что по полю? Честно вам скажу, ребят, карточка у меня вызвала, ну, наверное, больше разочарования, чем кайфа, когда я ее использовал. Знаете, у нас уже был один игрок, который тоже имел соточку рейтинга и который ни хрена сейчас не используется вообще. Это Марадона, само собой. Вроде как потрясающие статы, а вот на поле к нему были, ну, достаточно большие вопросы. Вот по Педри мне показалось примерно то же самое. Если говорить про статы, нарисованы, не нарисованы, я бы сказал так. Мне кажется, что нарисована сила удара. По карточке она 85, но в том, как я ее почувствовал, там максимум 80. У Педри очень слабые удары. Да, у него есть навык дальние удары. Да, подкруткой он может забивать из-за штрафной, но в остальном, к сожалению, я силы удара никакой более-менее не почувствовал совсем. Конечно, забивать он может. Где-то из самой штрафной, где-то практически в упор этой силы удара будет хватать. Но никаких хороших ударов из-за штрафной, а для атакующего полузащитника это важно, как вы понимаете, от него, само собой, не ждите. По дриблингу, по балансу никаких претензий, быстро разворачивается, быстро делает финты, но ему очень-очень сложно бороться с игроками противника именно в виде корпуса. У него, с одной стороны, есть контроль мяча 99 и удержание мяча 99, с другой стороны, крайне хреновый корпус и далеко не богатырский рост 174 сантиметра. Почему-то здесь играют с ним очень злую шутку. Ему нужно играть в центре поля, то есть если для левого нападающего, допустим, и правого нападающего это может быть не настолько большой проблемой, то Педри играет у нас в центре, то есть он встречается и с центральными полузащитниками, и с опорным полузащитником, и с центральными защитниками, и реально хватает небольшого касания, чтобы он отлетел и он потерял мяч. Мяч он у меня терял крайне просто часто, и это тоже для меня стало очень большой проблемой. Прыжок, игра головой. У него на хреновом уровне, с другой стороны, на него, в принципе, особо подачи никогда и не идут. Хотя хотелось бы, чтобы атакующий полузащитник умел и это. Все-таки атакующий полузащитник — это игрок и саппорт, и завершение. Но с завершением, к сожалению, у Педри у нас беда. По скорости и ускорению. Скорость, пожалуй, на 92 он свой бежит, а вот ускорение 99, если честно, я не почувствовал. В принципе, неплохо делает рывок, но не прям на 99. То есть вот есть у нас прям действительно дико шустрые игроки в игре, и Педри, к сожалению, не из них. Возможно, здесь, конечно, играет стиль креативный плеймейкер, который не классическая десятка, но недалеко от нее ушел. Стиль достаточно пассивный, стиль достаточно аморфный, да и в принципе Педри сделан именно как распасовщик.
Достаточно ли быть, ну, хорошего паса, чтобы быть имбой в нашей игре? Мне кажется, что нет. Я уже не раз, не два и не 10 говорил, что мне кажется, что удачный пас в первую очередь зависит от игрока, который будет его принимать, открывается он, не открывается, борется он, не борется и так далее. Во вторую очередь он зависит лично от вас, увидели ли вы правильный момент паса и отдали ли передачу в нужный момент. И уже в третью очередь от показателя паса игрока. Вы знаете наш онлайн, вы знаете нашу игру, и игроки с пасом 60 иногда вырезают такие передачи, что просто охреневаешь. И игроки с пасом 99 иногда на 2-3 метра нормально отдать не могут. И это достаточно проблематично. То есть, по сути, этот навык как бы есть. Konami говорит, что да, это может быть оружием, и в реальном футболе это является оружием, но как у нас реализовать интеллект игрока на поле, да? Потому что интеллект игрока — это ваш интеллект. Вот как вы видите поле, так и он отдает передачу. И игроки такого типа, как Пирло, игроки такого типа, как Гвардиола, как Педри, вот тоже тот же пример, которые отличаются именно классным видением поля, классным пасом. Иньеста, Хави. К сожалению, реализовать это в нашей игре невозможно. То есть, если бы он автоматически выдавал какие-то суперские передачи, ну, а тогда какой смысл было бы вообще играть? По навыкам все более-менее, на пасы навыки есть, удобные финты есть, на удары только сложные дальние, просто дальние удары, да, не сложные дальние удары, поэтому с подкруткой можно что-то пробовать и штрафной, но в основном все-таки видеть в нем стоит именно саппорта. Классная слабая нога, здесь, естественно, никаких претензий, ну и в принципе, если подводить какой-то итог, вот я уже сказал, мне он напоминает Марадону, вроде сотка рейтинга, а тут вопрос, а нафига он нужен? Если сравнивать его с другими атакующими полузащитниками, ребят, Кака просто, ну, на 3 головы выше, который и завершит, и отдаст, и все, что нужно, сделает. Вот действительно, когда я играл за Кака, он прям порхает по полю, вот им приятно максимально играть, он движется, он постоянно в замесе, он постоянно участвует в каких-то комбинациях. По Педри, ну, я бы не сказал, вот какой-то он аморфно тяжеловатый, сложно объяснить, действительно сложно объяснить, в чем же самая большая его проблема. Наверное, если ты действительно можешь разыграть классную тики-таку в нашей игре, и для тебя важны показатели дриблинга, ты можешь финтить классно в онлайне, у тебя нет, там, не знаю, лагов, багов, у тебя, когда ты делаешь финт, именно он и проходит, который нужно, а не он не проходит или делается что-то другое, и ты теряешь мяч, то тогда, конечно, Педри для тебя подойдет. Для меня, к сожалению, для моего стиля игры он не особо подходит. Для меня слишком мало чисто паса, ну и неплохой скорости, чтобы игрок был имбой. Свое мнение, само собой, можешь написать в комментарии, я с удовольствием его почитаю, но мой вывод такой: честно, ребят, для рейтинга 100 больше 7 из 10 я бы ему не поставил, к сожалению. На этом буду потихонечку прощаться, завтра у нас, наверное, будут новые иконы, так что от обзоров немножко отдохнем. С вами был Морж, всем хорошего дня, до новых встреч, пока-пока.